Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на канале Бывалый Трейдер. Это у нас продолжение уроков по Price Action. И сегодня мы с вами рассмотрим такой сетап, как хвостатые свечи. Ну, давайте не будем затягивать сильно наше видео и приступим сразу к делу. Что такое хвостатые свечи? Ну, к примеру, вот здесь мы видим, да, большие хвосты по сравнению с предыдущими свечами, да. Эти свечи считать пин-баром невозможно, да, но у них есть длинные хвосты, которые о чем-то нам все-таки говорят. Трейдеры, которые торгуют по Price Action, они видят чистую цену, и они примерно понимают и представляют себе дальнейшее развитие событий, да, что цена дальше думает делать. Точно предсказать невозможно, но все эти сетапы это нам определенные сигналы на то или иное движение цены, да. Давайте рассмотрим, как использовать нам хвостатые свечи. Обычно я советую новичкам хвостатые свечи использовать только по тренду. Почему? Потому что по тренду их проще заметить, ими проще торговать. Чтобы торговать хвостатыми свечами против тренда, нужно четко знать уровень сопротивления, да, ибо уровень поддержки, и возле них уже замечать эти хвостатые свечи, потому что есть возле уровней мы не видим пин-бара, да, как такого сигнального нам сетапа, но мы видим хвостатые свечи, которые также являются сигналом. Предположим, как торговать хвостатые свечи по тренду. Мы видим определенные движения цены наверх, да. По тренду у нас мы видим определенные большие хвосты, и мы в зоне EMA скользящий средний, ибо близко возле нее, да, именно 8, ибо 21. EMA 8 это у нас такой краткосрочный уровень, да, средний поддержки в данном случае, а EMA 21 это у нас уже более такой серьезный уровень поддержки, да. Вот мы видим возле уровня поддержки мы видим такие два большие хвоста, да, и мы коснулись точки поддержки, это EMA 21. Примерно в этой зоне можно было входить на повышение, но так как мы видим в данном случае здесь также уровень сопротивления, да, большие хвостатые свечи, здесь можно было в этом случае воздержаться. Кто-то писал в комментариях, что на истории показывать легко. Ребята, у меня нету времени дожидаться именно таких сигналов, потом еще записать видео, потом еще войти в сделку. Я вам показываю сетап, я вам показываю свое видение Price Action, как я по нему торгую. Ваша задача уже проверить, протестировать и понять. Просто узнав какой-то сетап, вы не сможете изначально свободно и легко торговать. Вам нужно изучить его и понять, где его можно учитывать, где его нельзя учитывать. Нужно видеть общую картину рынка, а не смотреть тоннельно, что вот сетап, значит нужно уходить. А вдруг этот сетап возле какого-то хорошего уровня, а сетап на продолжение движения вверх, в дальнейшем получится мы не пробиваем этот уровень, уходим вниз. Это нужно все видеть. То есть мы видим, как цена хорошо волной разворачивается наверх, скользящие средние направлены также на восходящий тренд. Мы видим возле EMA 8.21 отличные хвостатые свечи. Это у нас были хорошие сигналы на повышение, да. Также при движении на повышение нужно учитывать хвостатые свечи именно возле скользящих средних 8 и 21, ибо в их зоне, то есть, да, ибо за пределами. Но общая тенденция движения у нас, скажем, на повышение. С таким же смыслом у нас и если у нас движение на понижение, да. Как торговать хвостатые свечи против тренда? Для новичка будет это очень сложно, потому что он будет видеть сигналы там, где их на самом деле нету. Он будет видеть хвостатые свечи, входить по этим хвостатым свечам и при этом получать свои убытки. Каждый сетап, он в своем как и очень простой, но так и очень сложный. В том смысле, что нужно понимать, где его учитывать, где его не учитывать. Скажем, к примеру, как я вижу уровни сопротивления ибо поддержки конкретные. Конечно, если у нас тренд на повышение, уровень поддержки это зеркальный уровень, да, ибо точка, от которой у нас рынок развернулся на откат, и точка, от которой рынок у нас
обратно двинулся на повышение, да. Это у нас, так скажем, такие уровни основные. Краткосрочные уровни, на которые нужно обращать внимание, это, конечно же, возле скользящих средних. У меня 8,21 скользящая средняя. Как же нам видеть уровни тогда сопротивления, если дальше мы не видим какого-то конкретного уровня? Это очень просто. Нам просто нужно при движении, скажем, на повышение, да, определить какое-то среднее движение. Ну, давайте возьмем примерно отсюда. Здесь именно не важна точность, здесь примерно зона, да, от которой рынок двинулся дальше. Вот, например, возьмем линейку и возьмем уровень. Давайте возьмем отсюда, да. Нам нужна примерная зона. Ну вот это у нас, ну, примерно 170 пунктов, да. В данном случае у нас тренд на повышение, и цена у нас движется от пробойного уровня верхней точки, да, движется примерно 170 пунктов. Это для того, чтобы было проще дальше просчитывать движение рынка, потому что если высчитывать в процентном соотношении, можно более точно определить разворотную точку цены, но это более сложнее. Итак, мы определили, что у нас примерно 170 пунктов. Дальше, если здесь мы видим, цена билась в какой-то уровень, да, прошел откат, мы пробились наверх. И мы примерно вот в этой зоне, да, уже стоим. Мы пробили этот уровень, уже зафиксировались. Мы находим примерную точку сопротивления в данном случае. Вот примерную точку 170 пунктов. И мы видим, что цена при подходе к этому именно уровню сопротивления в 170 пунктов начинаем видеть вот такие хвостатые свечи, которые и не назовешь пин-баром, да. Но они нам сигнализируют о том, что цена уже хочет пойти на откат. Но мы также здесь видим внутренний пин-бар, да. Также мы можем и дальше просчитать наше движение, да. То есть, если хвостатые свечи учитывать при трендовом движении, то это более-менее просто, да. У нас есть зеркальные уровни, у нас есть откатные точки, это более проще, да. А уже когда у нас здесь нету, мы не видим уровня, нам нужно переходить на более поздние таймфреймы, на часовик и так дальше, чтобы увидеть уже конкретные дальнейшие уровни, то в этом случае нам помогает прекрасно вот такой способ. У нас не должно быть точно, чтобы цена коснулась 170 пунктов, потому что здесь мы видим, я также где-то примерно зону взял. И здесь примерная зона. И мы видим, что цена при подходе к этой точке сопротивления нарисовала нам прекрасный пин-бар, две хвостатые свечки. И как мы видим, прекрасно мы ушли дальше вниз. Снизу мы также видим, что определенные зеркальные уровни мы начинаем все ниже и ниже пробивать. Уже нету такого, как здесь плюс-минус точного касания. Да? Вот мы видим, когда тренд был такой активен на повышении, мы видим точные касания. Когда уже рынок начинает заходить за точки поддержки, да, мы видим точки поддержки, зеркальные уровни, рынок начинает все дальше и дальше за них заходить. Это также сигнал о том, что рынок плавно начинает свою остановку и стремление рынка развернуться. При торговле на бинарных опционах есть разные нюансы использования сетапов, и очень сложно выбирать именно время экспирации, но это вам придет уже со временем, с опытом. Какое именно выбирать время экспирации? Чтобы хорошо понять хвостатые свечи, вам нужно, я так скажу, не один день понаблюдать за ценой и особенно входите в сделки, хоть на демо-счету. Вы также набьете себе руку по времени экспирации. Для каждого таймфрейма время экспирации разное. Если это 5-минутка, для 5-минутки время экспирации одно. Если вы анализируете рынок на часовике, конечно, для часовика время экспирации совсем другой. Идет счет на часы и дни. Поэтому вот такой вопрос о времени экспирации, его нужно задавать в сочетании с своим таймфреймом. Сложно передать вам все то, что творится у меня в голове, все то, как я понимаю рынок, как я понимаю той или иной сетап, и как я их использую в сочетании с движением рынка и так дальше, это все сложно передать, опыт передать невозможно. То есть я вам примерно показал, объяснил,
что такое хвостатые свечи, где их нужно учитывать и что, о чем они нам сигнализируют. За вами тестирование, изучение и набор практики в торговле по Price Action. Всем спасибо за внимание, всем удачи, учитесь торговать правильно, без лишних заморочек. Конечно же, ставьте лайки, если вам понравилось, пишите в комментариях свои мнения. Всем удачи, всем до новых встреч.